Когда их обычно надежный пес начал вести себя загадочно, целыми днями что-то скрывая в своей конуре, его владельцы сильно забеспокоились. И их беспокойство перешло в слезы, когда они, наконец, раскрыли его тайну. Что могло так сильно их тронуть? Мия впервые заметила изменения в своей 4-летней немецкой овчарке ранним утром, когда вышла в пустой коридор. Это было необычно, потому что каждый день около 7 утра Шерлок, как по маслу, ждал ее, чтобы поприветствовать. Затем он провожал ее до парадного входа, где она надевала обувь и отправлялась с ним на их ежедневную утреннюю прогулку. Но Шерлока там не было, и даже когда она обошла вокруг дома, окликая его по имени, ответа не последовало. Сбитая с толку, Мия направилась к заднему двору. Если его не было внутри, то это было единственное другое место, где он мог быть. Выйдя на улицу, она заметила голову щенка, выглядывающую из его будки на открытом воздухе. Это было достаточно странно, но вторым тревожным знаком стало то, что на оклик по имени он не отреагировал со своей обычной энергией. На самом деле он даже не пошевелился. Все, что он делал, это следил за Мией глазами. Она заметила, что Шерлок казался очень грустным, почти вялым. У пса был свой характер, он всегда был энергичен и готов играть, но при этом был невероятно нежным и добрым со всеми, с кем общался. Такое поведение было совсем не в его характере, и это немного встревожило Мию. Когда он отказался следовать за ней обратно в дом, у нее не было другого выбора, кроме как принести ему еду и воду. Она хотела обнять его и предложить ему других домашних животных, но каждый раз, когда она подходила слишком близко, он, казалось, отталкивал ее и начинал рычать. Казалось, он что-то прячет в своем ящике, и было ясно, что он хочет, чтобы его оставили в покое. Она наблюдала издалека, чтобы посмотреть, будет ли он есть, надеясь, что у него все еще есть аппетит. Но именно тогда она увидела третий тревожный знак. Вместо того, чтобы просто съесть крошку, он брал ее в рот и исчезал в своей конуре. Затем он выходил через несколько секунд и продолжал настороженно наблюдать за Мией. Шерлок никогда не был привередлив в еде, а теперь, похоже, вообще не ел, по крайней мере, не в такой степени, как раньше. Что он скрывал? Был ли он болен? Получил ли травму? Обеспокоенная Мия пошла и разбудила своего мужа. Люк не понимал, в чем дело, пока не увидел, как ведет себя Шерлок. Люк также не смог подобраться к нему поближе. Каждый раз, когда они пытались выманить его, немецкая овчарка ускользала обратно в конуру, ускользая от них. Такое поведение продолжалось больше суток и продолжалось до следующего утра, когда Люк и Мия решили, что пришло время проверить его. Они просто не были уверены, что смогут вытащить Шерлока из его конуры. К счастью, это не стало проблемой, потому что, когда они собрались, их компаньон терпеливо ждал их в гостиной. Он все еще казался усталым, но, что более важно, он сильно царапал свои уши. При ближайшем рассмотрении они заметили, что он страдал от блох, из-за которых он до крови чесал некоторые части своего тела. Небольшая часть его внутреннего уха также кровоточила. Что поездка к ветеринару на машине была отмечена необычной тишиной. Шерлок, обычно оживленный во время поездок на машине, сейчас сидел подавленный. Прибыв в ветеринарную клинику, они были встречены успокаивающим присутствием доктора Томпсон, опытного ветеринара, известного своим мягким поведением. Осмотр Шерлока был тщательным, и когда доктор Томпсон осматривала его уши, она заметила явные признаки серьезного заражения блох и ушных клещей. Казалось, что дискомфорт Шерлока проявился в странном поведении. Доктор Томпсон объяснил, что дискомфорт и боль от заражения, вероятно, напугали его и
Не имея возможности выразить это, он решил выразить свое огорчение, замкнувшись в себе. Затем доктор Томпсон поинтересовался, чем Шерлок занимается на свежем воздухе. Люк и Ми объяснили, что в последнее время он проводил время на заднем дворе. Ветеринар, понимающе кивнула, объяснив, что сейчас сезон появления блох, и эти случаи не редкость, особенно для собак, которые проводят время на улице. Она заверила их, что они вовремя подхватили болезнь, и изложила план лечения. Она прописала Шерлоку ушные капли и местное лечение, чтобы облегчить дискомфорт в ушах, а также жевательные таблетки для борьбы с блохами. Благодарные за разъяснение, они покинули клинику, но все еще не могли избавиться от ощущения, что происходит что-то еще. Вернувшись домой, Люк и Миа начали назначать Шерлоку предписанные процедуры, которые, казалось, принесли облегчение. Вскоре расчесы у него уменьшились, но теперь пара столкнулась с другой проблемой. В попытке уберечь Шерлока от дальнейшего заражения блохами, они временно ограничили ему доступ на задний двор. Но это привело к тому, что некогда веселый и энергичный пес стал проявлять все большее беспокойство, расхаживая по дому и часто проверяя дверь, ведущую во двор. Люк и Миа, обеспокоенные повышенной беспокойностью Шерлока, обратились за советом к доктору Томпсон. Она заверила их, что для собак не редкость испытывать чувство замкнутости, особенно если они привыкли к активным действиям на свежем воздухе. Она рекомендовала внимательно следить за поведением Шерлока и следить за тем, чтобы он получал достаточную умственную и физическую стимуляцию в помещении. Несмотря на их попытки занять его игрушками и развлечениями, беспокойство Шерлока росло. Пес, который никогда не был разрушителем, теперь царапал когтями двери и грыз углы стен. Он отказывался есть, пить и спать. Эта тайна оставила их наедине с собакой, до которой они больше не могли дотянуться, и с душераздирающим чувством бессилия. Всего через 5 часов после возвращения домой Люк и Миа сидели в своей постели, когда услышали неожиданный звук, безошибочно узнаваемый скрип собачьей дверцы. Сбитые с толку, они бросились выяснять, в чем дело. Шерлок каким-то образом нашел способ прорваться и направился прямиком к своей конуре. Люк и Миа, преследующие Шерлока, вышли на прохладный ночной воздух. На полпути через двор лапы пса подкосились и остановились. Его взгляд был прикован к чему-то в темноте, он выслеживал что-то, чего они не могли видеть. Но что могло заставить Шерлока так себя вести. И тогда они увидели это. 2 пары сверкающих глаз исчезли в темноте питомника. Миа застыла на месте, не зная, что делать, а голос Люка, отчаянно зовущий Шерлока по имени, разорвал тишину. Ни секунды не колеблясь, их пес бросился к конуре, его защитные инстинкты взяли верх над любым проявлением страха. Люк, охваченный беспокойством, бросился за ним. Он протянул руку, пытаясь схватить Шерлока, прежде чем тот упадет в пропасть конуры, но было слишком поздно. Шерлок быстрым и решительным прыжком исчез в глубине конуры. Внутри внезапно поднялась суматоха, послышались рычания, лай и нечеловеческие крики, которые эхом разносились по ночи. Люк продолжал свои попытки позвать Шерлока обратно, но мог уловить лишь отблески бешеного движения внутри. Неестественные звуки заставили его инстинктивно отпрянуть от страха. Затем из конуры с бешеной энергией выскочили 2 енота, их глаза были расширены от ужаса. Шерлок тоже бросился в погоню, его поза была свирепой и решительной. Троица животных помчалась через двор. Люк и Миа, оправившись от первоначального шока, пришли в себя. Их инстинкты сработали, и, ни секунды не колеблясь, они присоединились к погоне. Но их скорость была ничто по сравнению с ними, когда погоня достигла своего апогея.
Шерлоку удалось отогнать енотов к забору. Проявив невероятную ловкость, еноты перелезли через него и исчезли в ночи. Люк и Миа, запыхавшиеся от погони, догнали Шерлока. На их лицах отразилось беспокойство, когда они заметили несколько свежих ранений у своего верного товарища. Несмотря на кровоточащие раны, Шерлок держался непреклонно, когда они пытались успокоить его. Его взгляд был прикован к конуре, той самой вещи, которая поглощала его внимание в дни, предшествовавшие этой встрече. Пытаясь отвлечь его, Люк и Миа уговорили Шерлока отойти, мягко подбадривая и пытаясь осмотреть его раны. Однако их усилия оказались напрасными. Шерлок направился прямиком к питомнику, его связь с приютом стала крепче, чем когда-либо. Стало очевидно, что события прошедшей ночи не ослабили его непоколебимой привязанности к конуре. Беспокойство усилилось. Люк и Миа обменялись тревожными взглядами. Раны Шерлока, полученные во время напряженной схватки с енотами, стали источником растущего беспокойства. В то время как они все еще были озадачены его навязчивой идеей, пара столкнулась с более насущной проблемой. Потенциальные риски, связанные с травмами, включая возможность заражения бешенством. Осознание этого факта заставило их задуматься о срочности. Несмотря на нежелание Шерлока, когда дело касалось его благополучия, компромиссов быть не могло. Супруги понимали, что должны действовать быстро, чтобы обеспечить его безопасность. Отчаяние росло, когда Шерлок снова скрылся в глубине питомника. Однако как раз в тот момент, когда Люк собирался сам заползти внутрь, чтобы забрать Шерлока, произошло неожиданное. Немецкая овчарка появилась не одна, а с чем-то нежным и маленьким, нежно зажатым в зубах. Глаза супругов расширились от удивления, когда Шерлок представил то, что он все это время прятал в своей конуре, слабого, хрупкого месячного котенка. Люк и Миа не могли сдержать слез при виде этого душераздирающего зрелища. Это открытие ошеломило их, когда кусочки головоломки встали на свои места. Загадочная одержимость Шерлока, его защитные инстинкты и странное поведение были связаны с этим крошечным, ранимым существом. Следующий шаг был очевиден. И Шерлок, и котенок нуждались в немедленном уходе. Люк и Миа, разделяя чувство безотлагательности, осторожно отнесли Шерлока и котенка в машину. Когда они прибыли в ветеринарную клинику, персонал встретил их со смесью удивления и любопытства. Шерлок, все еще бережно держа котенка во рту, стоял рядом с Люком и Мией. Ветеринар доктор Томпсон, который был знаком с недавним медицинским путешествием Шерлока, теперь стал свидетелем трогательного поворота в этой истории. Смотровая комната стала сценой и для Шерлока, и для котенка. Шерлок, хотя поначалу неохотно выпускал котенка из поля зрения, начал проявлять поразительный уровень доверия к ветеринарной бригаде. Доктор Томпсон тщательно осмотрел раны Шерлока, убедившись, что недавняя стычка не причинила ему серьезного вреда. Ветеринары сделали ему несколько дополнительных прививок от бешенства, чтобы уменьшить вероятность того, что он заразится, хотя это было маловероятно. Тем временем хрупкий котенок прошел тщательное обследование, чтобы устранить возможные проблемы со здоровьем, и именно тогда появились тревожные новости. Котенок, которого Люк и Миа назвали Вискерс, был чрезвычайно слаб и находился в критическом состоянии. Им нужно будет оставить котенка в клинике на несколько дней, обеспечив его надлежащим молоком и питанием, чтобы поддержать его хрупкое состояние. Ветеринары также обнаружили у котенка сильное заражение блохами и ушными клещами, вероятно, от которых Шерлок и заразился. Учитывая слаборазвитую иммунную систему Уискера, блохи были переносчиками какой-то другой болезни, вызвавшей повышение температуры и другие симптомы. Они не были уверены, как долго его не лечили,
поэтому нельзя было сказать, сколько времени потребуется, чтобы его состояние улучшилось. И это при условии, что котенок сможет пережить ночь первым. Эта новость вызвала у Люка и Мии смешанные чувства, облегчение от того, что они обнаружили источник беспокойства Шерлока и беспокойства за хрупкую жизнь, за которую они теперь несут ответственность. У них не было другого выбора, кроме как вернуться домой, ждать и надеяться на лучшее. Ветеринары в ближайшие дни сообщали супругам о прогрессе в состоянии Вискера. Шерлок, разлученный с котенком, оставался крайне беспокойным и встревоженный, проявляя такой уровень заботы и привязанности, который превзошел всякое понимание. Постепенно ситуация начала меняться к лучшему. Вискерс хорошо переносил лечение, его температура спала, вес увеличился, и у него появился здоровый аппетит. В результате обнадеживающего поворота событий, наконец, настал день, когда было решено, что Вискерса можно отпустить обратно на попечение Люка и Мии. Семья наконец-то воссоединилась. То, что поначалу казалось несколькими странностями в поведении Шерлока, превратилось в появление нового, неожиданного члена семьи. Некогда беспокойный и хрупкий котенок теперь процветал в тепле своего любящего дома, а уникальная связь, установившаяся между Шерлоком и Вискерсом, добавила немного волшебства в жизнь Люка и Мии. Их дом стал убежищем, где собачьи и кошачьи члены семьи сосуществовали в гармонии. Некогда таинственный эпизод превратился в трогательную историю о сострадании, стойкости и необычных связях, которые могут проявляться в самых неожиданных уголках нашей жизни. И вот, объединив свою счастливую семью, Люк, Мия, Шерлок и Вискерс отправились в совместное путешествие, готовые встретить радости и испытания, которые ожидали их в их новообретенной жизни долго и счастливо. Спасибо, что присоединились к нам в этом увлекательном путешествии. Прощаясь с Шерлоком, Вискерсом и их трогательной историей, мы хотели бы услышать ваше мнение. Как вы думаете, какое поведение вашего питомца было самым необычным или располагающим к себе? Был ли у вашего питомца когда-нибудь секрет, который вы в конце концов раскрыли? Расскажите нам об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы узнать больше интересных историй. Увидимся в следующий раз.